Всем добрый день! Сегодня мы сделаем видео о том, как я выполняю челлендж. Так, челлендж у нас вот новый челлендж на 3 дня. 70 заказов, 220 злотых. Ну, я планирую 54 заказа сделать за 3 дня и заработать дополнительно 180 злотых. Вот посмотрим, как это все дело будет в реальности получаться. Так, пока что заказы у нас отсутствуют. 2 минуты ждем. Так, календарь у нас вот такой. С 10:30, потом в 16:30 у меня тут перерыв будет. И потом с 18:30 и 23. Короче, целый день забит. Так, заказов пока нет. Покажу вам, что за вчера у нас получилось. Вчера было 21 апреля. Ну, по сумме заказов можете посмотреть. 16, 15, 15, 16, 23, 20, 22, 9, 21, 9, 11, 16, 14, 8, 20. Вот. И вышло 241. Со вчерашнего дня на балансе у меня 208 злотых наличкой. Эти деньги нужны, чтобы были обязательно с собой. Потому что как-то вчера, по-моему, или позавчера у меня было 300 злотых. И мне сразу первые заказы все стали давать за оплату. И вытрясли все деньги, и осталось 30 злотых. Вот и сейчас, может, заказов нету. Хотят опять мне дать какой-то заказ, чтобы я потратил эти деньги. Так, первый заказ. Но очень часто из бедронки. Сейчас проверим. Так, что тут пишут? А, нет, Макдональдс. Подъехали к Макдональдсу. Сейчас глянем, сколько стоит заказ. 10 злотых. Пойдем заберем. Заказ был готов, сразу забрал быстро. Заказ ждал. Так, и что нам, куда ехать? Наверное, недалеко. 4 минуты. Так, заказ я отдал. Несмотря на то, что долго надо было идти, несмотря на то, что долго ждали, в полчаса уложились. Один заказ за полчаса от 11:00 часа. И опять заказов нету. Что-то сегодня плохо заказы идут. Прошло у нас 12 минут. Так и не дают заказы. Будем писать в Glovo. Так, где у нас тут поддержка? Связаться с поддержкой. Нет, не заработок. Проблемы, другие проблемы. Писать надо на польском. Так, поэтому сейчас скажем. Dzień dobry, proszę odświeżyć konto. Nie otrzymuję zamówień. Dziękuję и поздравим. Доброе утро, пожалуйста. Так, что-то не так. Прошу отсвежить. Свежить. Пожалуйста, обновите мою учетную запись. Я не получаю никаких заказов. Спасибо и с наилучшим пожеланием. Так. Может, поможет. Обычно помогает. Отправить. Все, ждем дальше. Ну вот, прошло 3 минуты и дали заказ. Не знаю, это помогло, не помогло. Начать. Subway. Поехали в Subway. 7 минут ехать. Your destination is on the left. Subway очень часто надо ждать. Вот 10 минут ждать. Заказ готовится. Понятно, почему долго ждать. Вот заказ. Обычно, когда один, тогда быстро, а когда два, тогда медленнее. Кстати, написано вот аллергия без помидора. Забрал заказ, еще подождал внутри минут 5, даже больше, наверное. Так, куда нам ехать? Упс, 4 минуты. Работаем. 2 заказа только. Пока что медленно что-то заказы дают. Вот подождали еще 5 минут, дали 3-й заказ. Так, что у нас? Опять Subway. Окей. 4 минуты.
Приехали в Subway и ждать 15-17 минут. Что там такое? Что так долго готовят? Пойду спрашивать. Вот ждали минут 15. Почему? Потому что опять большой заказ. Видите, какой? 5 наименований. Приехал рано. Так. Ну, потом можем посмотреть, сколько доплата за ожидание. Там еще копейки будут. Лучше, конечно, не ждать. 7 минут ехать. Догоняем Гловера на велосипеде. Быстро едет. Но мы быстрее. Наш следующий заказ пришел сразу. Ага. Что это у нас такое? Это, наверное, помощь из бедронки. Так, обозначается, ничего не понятно. Как бы не написано, что за заведение, только адрес. В бедронке может быть большой заказ, кто-то забрал часть, а мне нужно забрать вторую часть. 14 злотых. Ну ладно, 14 злотых можно. Короче, оказалось, это совсем не бедронка. Бедронку мы проехали мимо. А здесь просто какой-то частный дом. 29А. Пойду узнавать. Короче, оказалось, это никакая не помощь. Просто вот посылка от частного лица. Нужно доставить. Следующий заказ. Что-то такое чувство, что опять Subway. Нет, Макдональдс. Вот. Поехали в Макдональдс. Сегодняшние заказы, пока в Макдональдс ждем. 4 заказа сделали. Вот этот из Subway, который был за ожидание. Вот сколько платят за ожидание. 88 грошей. Короче, бесплатно. Ожидание это бесплатно. Так, а сейчас Макдональдс мы ждали, забрали. Получены. Тоже за ожидание заплатят опять там 30 грошей каких-нибудь. Сколько ехать? Ох, вот 10 минут. Далеко. Как я не старался занести, короче, под резиночку положил, но все равно вылилось. В Макдональдсе так запаковывают, я не знаю, надо в руках нести, чтобы оно не вылилось. Короче, когда в Неро возишь кофе, у них там аккуратненько все запакуют, а здесь не научились. Так, следующий заказ. Чуть не пропустил, пока сумку мыл. Куда это? Бедронка. Сейчас поедем в Бедронку. Сколько здесь ехать? 6 минут. Приехали в Бедронку. Сейчас глянем заказик. Ну как вам заказик? Раз, два, это позиции тут, наверное, не знаю, 50. Бесконечно. О! За вес, понятно, заплатят, но я не знаю, сколько здесь будет пакетов. Кстати, когда заказ готов, пишут пакеты, количество. Но еще не готов, значит, пакетов нет. Ждем. Короче, заказ просто огромнейший. Но обычно я вызываю помощь, конечно, на такой заказ. Но тут для интереса, конечно, ради видео. Снимем, посмотрим, что получится у нас. Получится ли отдать легко, или надо будет таскать там неизвестно где. Так, продукты получены. Еще надо чек загрузить. Длиннющий. О. Ну вот, 436 злотых заказ. Готово. Повезло, частный дом, не надо будет никуда ходить, просто выгружу заказ и все. Так, списать оплату с карты. Короче, думал, на пиво дадут. Большущий заказ, но не дали. Вот за сегодня у нас получается 90 злотых. Раз, два, три, четыре. Это за 6 заказов 90 злотых. Последний заказ, который большой был, 21,80 заплатили. Значит, смотрите за что. За ожидание добавили 1 злотый 22. И за вот бонус, это за вес. 1,91. Стандартный бонус 1,23. То есть где-то 60 примерно, да? 60% добавили. Вышло 21,81. 1,91 это коэффициент, на который умножается вот общая сумма заказа. При больших заказах, ну, таких как из бедронки, ну, бывает есть смысл, бывает нету смысла. Вот такой смысл не было в большой заказ вести. Нам просто повезло, что это был частный дом. А если бы это была квартира, то таскал бы этот заказ как грузчик за 10 этих злотых, замучился бы и не захотел бы этого. Ну, мы взяли только из-за видео. Обычно такие не беру. Вызываешь помощь, тут есть такое.
Ну здесь не смогу показать, потом, может, как-нибудь покажу. Вызываешь помощь, 5 человек заказываешь, и все дружно приезжаем, каждому по 15 злотых. В общем, не знаю, кто за это платит, Глова, наверное, 70 злотых платит. Мы доставляем паровозиком такой заказ. Вот дождались новый заказ. О, смотри, нормальный заказ, 17 злотых. Начать. И куда нас отправят? KFC. 17. Ну что, поехали в KFC. Бывает в обед вот такая большая пробка, и все хотят почему-то в тоннель, и вот перед нами поворачивают в тоннель. А мы едем мимо тоннеля, там немножко тоже нужно подождать, зато мы проехали всю длиннющую пробку. Вот нам остался такой маленький кусочек постоять в пробке, потому что мы объехали по кругу не через тоннель, а тех, кто через тоннель едет, там где-то раз в 5 длиннее. 6 злотых. Начать. А вдруг не 6, а Subway 7. Ну ладно, сделаем за 7. Короче, тут дорога, как будто бы мы не в Варшаве вообще находимся. Вот в этом... Не люблю этот Subway только из-за этой дороги. Надо ехать, не знаю, 5 километров в час. Довольно длинный участок. Все трясется. Короче, испытание для подвески. Что-то Глова опять хочет от нас, не дает отдохнуть. О, заказ что угодно. Можно сразу переназначить. Вот тут нажимаю. Ладно, не будем, короче, переназначать. Сейчас посмотрим, ну, что это такое. В общем, ехать 5 минут, я даже не знаю куда. Так, я в заведении. Сейчас мы посмотрим, что здесь. Ну, во-первых, понятно, что оплатите сумму чека наличными. То есть у меня вот 185 злотых наличными, они просто хотят у меня забрать деньги. В общем, тут написано на польском. Я обычно прихожу и показываю человеку на кассе, он сам это все мне собирает и отдает. Пойду. Так, продукты получены. Короче, вот такая штука. Индийский или какой-то иорданский ресторан. Поехали посмотрим. Так, последний, наверное, сейчас заказ, который до обеда сделаем. Начать. Суши. Суши готовиться будет еще полчаса. Ну не полчаса, не знаю, 30 минут ждать. Половина типа прошло уже времени, но не знаю. Куда нас тут занесло? Лужа такая, да? Короче, вот, не везде в Варшаве хорошие дороги. Опа. Но сейчас выйдем. Как-то выйдем из этих ям. Заказ нашу суши сделали. Заказ был большой, поэтому пришлось долго ждать. Где-то килограмма 2 там, на 5 человек. Вот. Около 200 злотых стоил сам заказ. Думал, чаевых дадут. Не дали чаевых. Может быть, потом прилетит, когда суши съедят. В общем, промежуточный итог. У нас за сегодня, за 6 часов 11 заказов. По сумме у нас что получилось? Смотрим, вот 154 злотых за сегодня. По чаевым, кому интересно, сколько ж в Польше? Так, сколько чаевых? Сейчас, секундочку. 22 апреля, вот 2 злотых чаевых у нас. Сильно не разгонишься, короче. В общем, получается 20, если поделить на 6 часов эту сумму, 25 злотых в час, а средняя цена заказа 14 злотых. Как всегда, как обычно. Можно было быстрее, очень долго ждали сегодня. Почти каждый заказ мы ждали, 5 минут, бывало 10 минут. Сейчас едем на перерыв, 2 часика, покушаем, отдохнем и вечером еще раз покатаемся. Может, лучше будет. Так, вечером я работал без моего любимого оператора, поэтому просто подведу итог, что у нас получилось. Вот 22 апреля, значит, какие были заказы. Так, всего 5 часов я поработал. Вначале было хорошо, 1,5 часа я сделал 4 заказа, а потом началось, видимо, это пятница, поэтому в пятницу все заведения загружены, и где-то приходилось ждать там по полчаса. В одном месте пришлось вообще отказаться, потому что заказ сказали, они не приготовят. И я ехал
далеко довольно-таки, 17 злотых был заказ, но пришлось просто переназначить, чтобы не ждать дальше. Под конец уже моего рабочего дня, вечером, в общем, мне нужно ехать домой, и меня начинает забрасывать совсем в другую сторону, то есть ехать там километров 10, то есть там до заведения там километра 3, потом еще тут почти туда, за речку. Думаю, ну туда же я не поеду, отказываюсь. Потом бросают еще какой-то заказ, и все такие, ну, в общем, невыгодные. 3 раза пришлось переназначать, потерял много времени, и в итоге сделал только 8 заказов. Так, вот смотрите, это у нас было 11, да, где у нас челлендж. Так, вот, получилось 19 заказов. Ну, в целом за день думал, заработаю 300, так, где-то, а получилось, вот, получилось заработать, вот 261 чаевых, 2 злотых мне прилетело, как и было, и 10 злотых дали наличкой чаевыми, и еще дали мне 200 злотых налички не чаевыми, а просто 200 злотых, и поэтому у нас баланс 255. Это не очень хорошо, когда такой баланс 255, потому что сейчас начнут опять в какое-то заведение отправлять, где, ну, нужно забрать эти деньги. То есть за эти деньги нужно что-то купить. Обычно это такие заказы, там, типа что угодно, то есть куда-нибудь там в какую-нибудь Жабку или еще куда-нибудь. Там, помню, один раз поехал, меня отправили в торговый центр, нашел там какой-то, я думал, это какие-то продукты, я прихожу, а там магазин одежды, и, в общем, там какую-то кофточку нужно было купить, с клиентом созванивались, потерял целый час времени. Ой, больше не делаю такие заказы с кофточками. Продолжение челленджа смотрите в следующем видео. Как помните, нам нужно сделать 54 заказа. Ну, в принципе, сделано 19, это 3-я часть от того, что запланировано. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, кому нравится. Пишите комментарии, буду отвечать на все комментарии. Если вы еще не в Польше, обязательно приезжайте. Мне здесь нравится.